Собственно, как мы уже говорили по поводу обысков в Киеве, у Укрэнерго и прочих, сейчас мы вам об этом расскажем. Утро в украинской столице началось с событий, которые наверняка будут иметь самые далеко идущие последствия не только для их участников, но и для всей этой страны. А также проводимой там специальной военной операции. Украинские антикоррупционные органы, которые в последнее время вели, на первый взгляд, вялотекущее, но крайне ожесточенное противостояние со структурами, подконтрольными Зеленскому и его окружению, резко активизировались и перешли в наступление. Судя по всему, последнее и решительное. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины НАБУ с утра пораньше заявились с обысками к одному из ближайших соратников Зеленского, Тимуру Миндичу, называемому за глаза не иначе как кошелек президента. Данный персонаж уже довольно длительное время находился в разработке НАБУ по достаточно широкому спектру обвинений. Самые серьезные среди таковых – коррупция на закупках БПЛА для нужд ВСУ, а подконтрольная Миндичу компания Firepoint является в этом деле крупнейшим из подрядчиков. Мутные схемы с огромными откатами на энергетическом рынке и множество тому подобных вещей. Также обыски проходят у министра юстиции Украины, бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в одной из ключевых государственных компаний в сфере энергетики НАК «Энергоатом». Кстати, Галущенко вроде как уже подал в отставку. Впрочем, это лишь малая часть беды, постигшей Зеленского и его команду. Все намного серьезнее. В НАБУ заявляют, что происходящее – часть колоссальной операции «Мидас», в ходе которой была выявлена и задокументирована по всем правилам деятельность высокоуровневой преступной организации, участники которой выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, «Энергоатом». Кстати, хочу сразу заметить, что НАБУ – это, скажем так, организация, грубо говоря, контрольный орган, который практически полностью контролируется США. Он, собственно, был создан под контролем США для расследования коррупционных дел. Поэтому Зеленскому с ним бороться будет крайне тяжело, поскольку США, видимо, решили взяться за него серьезно. Расследование по делу велось 15 месяцев, были собраны тысячи часов аудиозаписей. И вот это самое страшное для Банковой. Мидаса, а под этим кодовым именем детективами подразумевается лично Миндич, с его тягой окружать себя золотыми предметами вплоть до унитаза в уборной, оперативно подстраховали кошелек Зеленского, и он успел смыться из страны за несколько часов до визита детективов. Также Украину в спешном порядке покинули братья Михаил и Александр Цукерманы, заведовавшие у Миндича черной и не только бухгалтерией. Те самые, с которыми уже давно жаждут пообщаться не только детективы НАБУ, но и агенты ФБР. Эти упорхнули благодаря предупреждению о надвигающейся опасности, поступившему явно с самого высокого уровня. Но остальные, в том числе и чиновники высших рангов, остались. И в умелых руках НАБУ могут порассказать такого, что Зеленскому не поздоровится. Опять же, 1000 часов компрометирующих пленок – это очень серьезно. Все происходит в рамках давней традиции украинского политического серпентариума. В нужный момент обнародуются давно припасенные записи, способные, если не уничтожить начисто, то как минимум обрушить до около нулевого значения реноме любого высокопоставленного лица, включая президента страны. По заслуживающим доверия данным, на пленках Миндича хорошо знакомый каждому украинцу голос нелегитимного может звучать не единожды. И в разговорах, где речь шла точно не о погоде, сколько и какой конкретно грязи может всплыть в результате этого Миндичгейта, неизвестно, но однозначно немало. Опять же, ни в коем случае нельзя считать, что обнародованное энергетических пленок НАБУ именно сейчас является случайностью. В опубликованных записях и их расшифровках фигуранты непринужденно, весело и с матерком, причем по-русски, обсуждают суммы откатов со строительства защитных сооружений для объектов энергетики, периодически говоря о том, что дело это в принципе пустое и зряшное. Их разговоры, раскрывающие причины того, почему украинская энергетика осталась без защиты от атак с воздуха, накануне зимы, приобретает совершенно особое звучание после того, как страна погрузилась в почти полный блэкаут с отключениями электричества по 12 часов ежедневно во всех регионах. И, кстати говоря, полностью подтверждают недавно озвученные в стенах украинского парламента и в тамошних СМИ выводы депутатской временной следственной комиссии, охарактеризовавшей действия чиновников от энергетики, ответственных за создание укрытий
для объектов их отрасли как государственную измену. Зрителю вряд ли будут интересны неаппетитные подробности того, как за огромные откупные те или иные компании получали контракты на строительство, как растаскивались и делились между участниками преступной схемы колоссальные средства из украинского бюджета. По данным НАБУ, только через один из офисов махинаторов было отмыто, обналичено и выведено из страны более 100 миллионов долларов. Однако для украинской общественности все это настоящая информационная бомба. А ведь, как уже было сказано, пока что в дело пошли только материалы, касающиеся Энергоатома, и голос Зеленского на записях еще не прозвучал. Но кто знает, что там есть в загашнике у накопавших горы невероятного компромата детективов. Наверняка имеется кое-что намного более интересное для широкого круга граждан. То, что уже точно не оставит их равнодушными и полностью обнулит и так уже смехотворный уровень поддержки Зеленского. При этом следует понимать, что НАБУ, САП, специальная антикоррупционная прокуратура и прочие подобные органы могут действовать исключительно по команде собственных западных кураторов. Тех самых, что горой встали на их защиту летом нынешнего года. Тогда Зеленский, возомнив, что оставшиеся без крыши, утратившие власть Демпартии США антикоррупционеры теперь являются легкой добычей, попытался избавиться от этих инструментов контроля над собой. Именно дружная и крайне жесткая реакция европейских партнеров заставил Зеленского сбавить обороты и дать заднюю. И в конечном итоге проиграть схватку. Недавний доклад Еврокомиссии по выполнению Киевом условий для вступления в Евросоюз содержит в себе требования не только прекратить давление на НАБУ и САП, но и фактически вывести из-под контроля банковой и прочие силовые структуры, передав решение кадровых вопросов в них неким международным экспертам. Понятно, что ни на что подобное построивший и пытавшийся всемирно укреплять свою абсолютную диктатуру Зеленский не пойдет. Мало того, у европейских союзников все больше претензий к этому неадекватному персонажу. Они недовольны тем, что последние резервы ВСУ бессмысленно сжигаются в бесперспективной обороне Покровска, вместо того, чтобы быть отведенными для новых боев с русскими на более перспективных рубежах. Европейцам плевать на потери Ахметова и украинских металлургов, а также на то, что тамошние литиевые месторождения не достанутся американцам. У них свой интерес продолжать конфликт как можно дольше, а без войск, гибнущих сейчас в Покровске и Мирнограде, это будет трудновато. Да и миллионы беженцев от холода и голода, которые опять-таки по милости безумной энергетической войны, развязанной Зеленским против России и вчистую проигранной, вот-вот объявятся на границах Евросоюза, тоже там никому не нужны. Евросоюз не знает, как избавиться от тех, что уже понаехали. А тут новые толпы пожалуют. Одним словом, очень похоже на то, что операция «Мидас» на самом деле имеет своей целью никак не разоблачение высокопоставленных украинских коррупционеров, каковых в тамошней власти каждый второй, не считая каждого первого, а конкретно максимальное жесткое приземление Зеленского. Что ожидает его в конечном итоге? Превращение в лишенного всяких реальных полномочий персонажа, почетная отставка с убытием в изгнание, или же нечто похуже, во многом зависит от него самого. Судя по тем действиям, что он предпринимал ранее с ролью декоративной фигуры, он вряд ли смирится и попытается противостоять наезду антикоррупционеров. Вот только ситуация для этого сейчас самая неподходящая. Страна вот-вот сорвется в полный блэкаут, на фронте приближается катастрофа, настроение украинцев приближается к паническим. И если кому-то удастся представить им убедительные доказательства того, что в надвигающемся кризисе есть вина Зеленского, ну или как минимум его приближенных, песенка заигравшегося в диктатора паяца будет спета. Кого затеявшие всю эту возню с Мидасом западные кураторы Киева поставят на его место, тема уже для совсем другого разговора. Вот такие новости, друзья.